Вы когда-нибудь задумывались, почему одни беспроводные наушники стоят как подержанный автомобиль, а другие как чашка кофе? Сейчас беспроводной звук перестал быть компромиссом для прогулок. Сегодня это инженерное искусство, которое позволяет услышать дыхание вокалиста без единого кабеля. Но только если вы знаете, как заставить ваш смартфон говорить с наушниками на одном языке. Мы разберем все, от кодеков до магии адаптации файлов. Это полный гид по беспроводному Hi-Fi. Без маркетингового шума, только звук. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Аннабелла. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Аннабелла, давай начнем с базы. Сейчас наушники везде, в залах, самолетах, офисах. Если мы говорим о премиальном опыте, на какие типы их стоит делить сегодня? Ведь для обычного человека это просто уши, которые играют музыку, но мы-то понимаем, что секрет, он в деталях. Совершенно верно, Алекс. Выбор форм-фактора – это первый и, возможно, самый важный шаг к качеству звука. Его часто недооценивают, хотя именно физика корпуса во многом определяет, что мы в итоге слышим. Самые массовые сегодня – это TWS – True Wireless Stereo. Это полностью раздельные наушники, либо внутриканальные – In-ear или IEM, либо классические вкладыши earbuds. Они стали символом удобства. Компактные, положил в карман, достал на ходу, ответил на звонок. Держатся в ушах, как правило, надежно. Но за это удобство ведь приходится чем-то платить? Именно. В таком компактном корпусе инженерам приходится уместить аккумулятор, цифроаналоговый преобразователь, усилитель, систему беспроводной связи и при этом попытаться обеспечить нормальные условия для работы драйвера. Основное ограничение здесь даже не сам динамик, а очень небольшой акустический объем и требования к герметичности посадки. Поэтому получить глубокий контролируемый бас и стабильную сцену в TWS всегда сложнее. То есть TWS — это по определению компромисс. Сегодня уже не такой жесткий, как раньше. Но да, физику все равно не обманешь. Если цель именно погружение и максимальное качество, внимание обычно переключается на полноразмерные over-ear наушники. Их главное преимущество – размер чаш и свобода для акустического проектирования. В закрытых моделях амбушюры формируют контролируемую акустическую камеру, а у инженеров появляется гораздо больше пространства для настройки звука и эффективной работы активного шумоподавления. А что насчет промежуточных вариантов? Например, наушники с ободком на шее или модели с костной проводимостью. Это скорее нишевые решения. Спортивные модели с ободком удобны тем, что их сложно потерять. А костная проводимость незаменима там, где важно слышать окружающий мир. Например, при беге в городе. Но если мы говорим о премиальном аудио и осознанном прослушивании музыки, лидер все равно очевиден. Полноразмерный формат. Воздух внутри чаш – это не просто пустота, а полноценная часть акустической системы. Да, и некоторые модели имеют трансляцию звука снаружи, чтобы не терять связь с реальностью и не попасть в неприятности, переходя дорогу. По улице стоит быть особенно осторожным с наушниками, которые сильно изолируют от внешних звуков, включая активное шумоподавление. Согласен. Получается, объем влияет не только на комфорт, но и на саму подачу звука? Абсолютно. Маленький драйвер в TWS-наушниках работает практически напрямую с ушным каналом в очень ограниченном объеме. В таком сценарии форма ушной раковины и головы почти не участвуют в формировании звука. В полноразмерных наушниках все иначе. Излучение большого драйвера проходит через пространство чашки, взаимодействует с ушной раковиной и отражается от элементов конструкции. Это активнее задействует индивидуальную акустику головы и ушей слушателя.
Именно поэтому у многих возникает более выраженное ощущение сцены, глубины и позиционирования инструментов. Тот самый эффект, о котором так любят спорить на аудиофорумах. Друзья, напоминаю, если вы ищете ответы на вопросы об аудио, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Ссылка в описании. Сейчас мы поговорим о типах излучателей, независимо от того, проводные это наушники или беспроводные. Хорошо, с форм-факторами разобрались, но дальше начинается противостояние. Драйверы, динамика, планары, арматура. И где-то обязательно появляется фраза «планары — это вершина». Это правда или очередной аудиофильский миф? Это типичный пример упрощения. Планарные излучатели действительно мощная и интересная технология, но говорить, что они априори лучше всех остальных, неправильно. У каждого типа драйвера есть сильные и слабые стороны, и многое, как обычно, зависит от того, как именно он реализован. Тогда давай по порядку. Начнем с самого массового варианта – динамических драйверов. Динамический драйвер – это, по сути, миниатюрный громкоговоритель. Мембрана, катушка, магнит. Простая и очень хорошо изученная конструкция. Именно поэтому хорошие динамические наушники могут звучать действительно великолепно. Их главный плюс – естественная подача, особенно в области низких частот. Динамика хорошо работает с воздухом, умеет давать телесный, плотный бас и живую макродинамику. То есть тот самый панч, за который их любят? Именно. Но есть и минусы. Мембрана приводится в движение в одной точке, через катушку. Это накладывает ограничения на контроль колебаний мембраны, особенно при высоких уровнях громкости. Отсюда потенциальные искажения и не самая быстрая атака по сравнению с другими типами драйверов. Хорошо, тогда переходим к планарам. Почему вокруг них столько восторгов? Планарный или ортодинамический драйвер работает иначе. Там тонкая мембрана с токопроводящим рисунком находится в магнитном поле и приводится в движение практически по всей площади сразу. За счет этого мембрана движется более равномерно, с лучшим контролем. Отсюда высокая детальность, отличная микродинамика и ощущение чистоты звука. Звучит как сплошные плюсы. Не совсем. Планары требуют мощного и качественного усиления. Они часто менее чувствительны и могут звучать вяло, если тракт к ним не готов. Кроме того, у них обычно выше масса мембраны и всей конструкции, что влияет на комфорт. И еще один момент. Планарный бас часто очень точный, но не всегда воспринимается как ударный или телесный. Для кого-то это плюс, для кого-то ощущение, что не качает. То есть планары — это не универсальный ответ? Совершенно верно. Это инструмент с характером и требованиями. Обычно планары менее чувствительны и требуют мощного усилителя, а для компактных автономных моделей это влияет на длительность работы. А где в этой картине арматурные драйверы? Их часто хвалят за детализацию. Арматурные драйверы чаще всего встречаются во внутриканальных наушниках. Они очень компактные и невероятно эффективны в своей рабочей полосе. Их сильная сторона – высокая чувствительность и точность в средних и высоких частотах. Но у них узкий рабочий диапазон, поэтому в АЭМ часто используют несколько арматурных драйверов с кроссоверами. А вот с натуральным протяженным басом у арматуры традиционно сложнее. Отсюда и гибридные конструкции. Да, динамический драйвер для баса, арматура для середины и верха. Это попытка взять лучшее от разных технологий, но успех здесь полностью зависит от качества конструкции и настройки. Если подытожить, то что важнее – тип драйвера или его реализация? Реализация. Всегда. Плохой планар не станет хорошим только потому, что он планар. И наоборот, хорошо настроенный динамический драйвер может звучать намного убедительнее дорогой, но сырой планарной конструкции. Тип драйвера задает потенциал и характер, но конечный результат – это инженерия, акустика, настройка и согласование с остальным трактом. То есть фраза «планары всегда лучше» — это скорее лозунг, чем истина? Именно. В аудио вообще редко бывают универсальные лучше. Есть подходящие под задачу вкус и контекст прослушивания, а все остальное – повод для бесконечных споров на форумах.
Мы уже поговорили о драйверах вообще, но давай уточним важный момент. Когда мы говорим о беспроводных наушниках, набор технологий ведь сужается? Да, и довольно заметно. Формально в беспроводных моделях можно встретить почти все типы драйверов, но на практике доминирует всего несколько решений. Все упирается в энергопотребление, чувствительность и размеры. Тогда начнем с самого массового варианта. Это динамические драйверы. Абсолютный стандарт для беспроводных наушников. Они используются и в TWS, и в полноразмерных Bluetooth-моделях. Причина простая. Динамика эффективно работает от маломощного усилителя, хорошо чувствует себя в компактном корпусе и легко поддается цифровой коррекции. Именно поэтому около 90% беспроводных наушников построены на динамических излучателях. То есть выбор здесь скорее инженерный, чем идеологический. Именно. Это не хуже и не дешевле, а наиболее рациональный вариант для автономного устройства. А что насчет арматурных драйверов? Их часто связывают с детализацией. Арматура в беспроводных наушниках используется, но редко в одиночку, чаще всего как часть гибридной схемы. Арматурные драйверы компактные, очень чувствительные и отлично подходят для средних и высоких частот, но с полноценным басом у них традиционно сложнее, особенно в автономном формате. Отсюда и гибриды? Да, в гибридных беспроводных моделях динамический драйвер отвечает за низкие частоты, а арматура — за середину и верх. Это позволяет получить более детализированную подачу, но сильно повышает требования к настройке и DSP. Без грамотного согласования такой набор легко может звучать хуже, чем один хорошо настроенный динамический драйвер. А планары, они вообще прижились в беспроводном мире? Скорее остаются экзотикой. Беспроводные планарные наушники существуют, но их немного. Причины все те же – низкая чувствительность, высокие требования к усилению и энергопотреблению. В автономном устройстве это сразу бьет по времени работы и массе конструкции. Кроме того, итоговый звук в таких моделях сильно зависит от встроенного усилителя и цифровой обработки. То есть сам факт планарный еще ничего не гарантирует? Совершенно верно. В беспроводном формате это особенно заметно. А электростатика? Или это уже совсем из другой оперы? Практически из другой. Электростатические драйверы требуют высокого напряжения и сложной схемотехники. Для компактных автономных устройств это почти несовместимо с реальностью. Поэтому в потребительских беспроводных наушниках электростатику можно считать экзотикой, граничащей с экспериментом. Есть еще костная проводимость. Это вообще можно считать типом драйвера? Строго говоря, нет, это не драйвер в привычном аудиосмысле, а альтернативный способ доставки звука. В таких наушниках нет излучателя, который толкает воздух и формирует звуковую волну. А что тогда происходит? Устройство создает механические вибрации и передает их напрямую через кости черепа, обычно через скулы. Эти вибрации доходят до внутреннего уха, минуя барабанную перепонку. Мозг интерпретирует их как звук. Звучит футуристично. Почему тогда это не используют в премиальном аудио? Потому что диапазон, детализация и динамика там сильно ограничены. Ты не управляешь воздушной средой, не формируешь сцену, не работаешь с тембром так, как это делает классический драйвер. Зато у тебя всегда свободные уши. Ты слышишь машины, людей, сигналы. То есть идеальный вариант для спорта и города, но не для музыки как искусства. Именно. Костная проводимость – это про безопасность и функциональность, а высококлассный звук все еще начинается там, где есть воздух, мембрана и акустическая работа с пространством. Если подвести итог, как бы ты это формулировала? В беспроводных наушниках реально используются разные типы драйверов, но основу рынка составляют динамические и гибридные решения. Планары существуют, но остаются нишевыми, а электростатика практически не применяется. В автономном формате решающим фактором становится не тип драйвера, а то, насколько грамотно он вписан в ограничения питания, усиления и цифровой обработки. То есть в беспроводном аудио инженерия важнее ярлыков? Как и почти всегда в звуке. Слушай, я часто вижу эти аббревиатуры на коробках и в настройках телефона. LDAC, aptX, AAC. В чем магия? И почему мой iPhone до сих пор стоит в стороне от этого праздника жизни?
Кодек — это, по сути, язык или алгоритм сжатия, на котором смартфон общается с наушниками по Bluetooth. Представь это как архив. Чем эффективнее алгоритм, тем больше музыкальных деталей он может передать через узкий беспроводной канал. Сегодня рынок действительно довольно полярный. Apple использует AAC. Это надежный кодек. Он экономно расходует батарею и стабильно работает. Его эффективный битрейт в Bluetooth-реализациях Apple обычно находится в районе 250-260 килобит в секунду. Для стриминга этого более чем достаточно. Но в строгом смысле нынешнего понимания Hi-Fi у него есть потолок. И тут на сцену выходит Android? Да, в мире Android выбор шире. Например, LDAC от Sony. Он поддерживает передачу аудиопотоков вплоть до 24 бит, 96 кГц и битрейта до 990 кбит в секунду, пусть и с компрессией. Это дает больший потенциал по сохранению деталей, особенно в верхнем диапазоне, и в передаче нюансов баса при хорошем исходном материале и стабильном соединении. Звучит уже серьезнее. А еще есть aptX Lossless, часть платформы Snapdragon Sound. Его ключевая особенность в том, что он способен при стабильном соединении передавать CD-качество 16 бит на 44.1 кГц бит в бит, без математических потерь. Если условия передачи ухудшаются, кодек автоматически переходит в сжатый режим, но в оптимальных условиях это действительно честный беспроводной звук. То есть я получаю звук один в один, как на компакт-диске, но без проводов? В соответствующих условиях расстояние, окружающие электромагнитные помехи – да. Но важно понимать, такой режим работает только между совместимыми устройствами и при стабильном Bluetooth-соединении. А что насчет новых стандартов? Я слышал про LE Audio. Это отдельное направление. Новый кодек LC3, который используется в Bluetooth LE Audio, потребляет значительно меньше энергии и звучит заметно лучше базового кодека SBC при тех же или даже более низких битрейтах. Это не про аудиофильский Hi-Fi, а про будущее массовых и автономных устройств. Стабильность, экономичность и предсказуемое качество. А что за SBC? SBC — это универсальный язык Bluetooth аудио, на котором могут говорить любые наушники и любой телефон. Для звонков SBC не применяют. Но вернемся к айфону. Если я аудиофил с айфоном, я обречен на AAC? Не совсем. Чтобы получить более высокое качество по Bluetooth, пользователи Apple часто используют внешние Bluetooth-передатчики, которые подключаются к порту смартфона и берут кодирование на себя, например, транслируя LDAC или aptX. А самый прямой и честный путь – проводное соединение через Lightning или USB-C. Иронично, но иногда, чтобы получить максимум от беспроводных наушников с iPhone, действительно нужен провод. Технологический парадокс. Да, но он хорошо показывает суть. В беспроводном аудио решает не бренд и не название кодека, а сочетание экосистемы, условий передачи и инженерной реализации. Кодек важен, но он лишь часть цепочки. Для дополнительной информации по Bluetooth кодекам и аудиоформатам смотрите видео по ссылке в описании. Аннабелла, мы не раз говорили об адаптации аудиофайлов к ЦАП. А есть смысл делать это, когда слушаем музыку на смартфоне или портативном плеере по Bluetooth? Да, это может быть интересно для тех, кто заботится о качестве. Большинство беспроводных наушников поддерживают определенные частоты дискретизации. Обычно 44,1, 48 или 96 кГц. Это их родной язык. А у нас есть музыка с разным разрешением, от 44,1 кГц до DSD. Когда ты нажимаешь play, смартфон или плеер автоматически ресэмплирует файл в частоту, которую поймут наушники. И в чем тут проблема? Процессоры ведь мощные. Да, но пересчет идет на лету, и точность зависит от мощности устройства и алгоритмов. Это называется ресэмплинг. Если он недостаточно качественный из-за ограничений в производительности устройства, потери звука при конвертации могут увеличиваться. И в качестве альтернативы можно конвертировать файлы заранее, перед проигрыванием. Именно так. На компьютере можно не спешить и не сильно ограничиваться в качестве алгоритмов конвертации аудиофайлов. Здесь же не нужно успевать подготовить следующую порцию файла строго к нужному моменту времени, как в плеере, верно? Полностью согласен. Есть такое послабление.
И вот, не торопясь, с помощью качественных алгоритмов перекодируем свою любимую библиотеку в родную частоту наушников, например, 44,1 или 96 кГц, для моделей, которые это поддерживают. Например, все это можно сделать в программе аудиоконвертера AUI Converter. И что это дает на слух? Система больше не пересчитывает поток, а отдает его на наушники практически как есть. Звук может стать прозрачнее и чище. Это гарантированно? Нет, тут многое зависит от записи, устройства и опыта слушателя. А как быть с большими библиотеками? Конвертировать по одной папке, по одному альбому? Можно конвертировать достаточно много папок в одной сессии. Но имей в виду, чем больше файлов, тем больше потребуется оперативной памяти компьютера и места на жестком диске, чтобы не возникли ошибки при конвертации. А что за щелчки иногда возникают в начале и в конце файла при проигрывании? И если это происходит на большинстве файлов, то можно предположить, что это артефакт, возникающий при инициализации ЦАП. А с этим что-то можно сделать? Можно удалить все такие щелчки? Все? Нет. Но если ты играешь альбом или фиксированный плейлист, то щелчки между файлами можно попытаться устранить. Хотя в начале и конце альбома щелчки, скорее всего, останутся. От инициализации и деинициализации ЦАП никуда не деться. Как это сделать? Мы добавляем файлы альбома или плейлиста в список файлов AUI Converter. Выбираем режим склеивания файлов в один выходной файл с CUE файлом. Он может потребоваться, если нужно, чтобы плеер знал, где какая песня в большом файле. Выбираем целевую частоту дискретизации и битность. При конвертации HRS и DSD в 16 бит рекомендуется включить дитеринг. А если делаем ресэмплинг файлов? Лучше делать склеивание сразу с ресэмплингом, чтобы избежать дополнительных артефактов предварительного ресэмплинга. А в режиме Bit Perfect можно склеить файлы? Только без ресэмплинга и без понижения битности. Нужно в настройках конвертера выбрать Bit Perfect. Потрясающе. Это про то, чтобы между музыкой и слушателем было как можно меньше случайных посредников. А подробности о работе с библиотекой и оптимизации аудиофайлов можно посмотреть по ссылкам в описании к этому видео. А как быть тем, кто сам создает музыку? Я знаю, что музыканты – самые консервативные люди в плане проводов, ведь у Bluetooth всегда была задержка. Можно ли сегодня записывать гитару или вокал в беспроводных наушниках, не сбиваясь с ритма? Ты затронул очень тонкую тему. Bluetooth даже в самых продвинутых реализациях обычно дает задержку от десятков до сотен миллисекунд, в зависимости от кодека и конкретной реализации. Для обычного прослушивания это не проблема. Смартфон просто синхронизирует звук с видео, но для мониторинга в студии все иначе. Когда ты ударяешь по струне и слышишь результат с задержкой даже в 80-100 миллисекунд, это уже катастрофа. Играть так просто невозможно. То есть беспроводной путь для профи все еще закрыт? К счастью, нет. Решение пришло из мира гейминга и профессионального аудио. Это радиосистемы на диапазоне 2,4 ГГц. И важно понимать, это не Bluetooth. Это собственные цифровые протоколы передачи данных, которые работают через отдельный передатчик донгл. В таких системах задержка обычно снижается до 10-15 миллисекунд. Для музыканта это воспринимается как практически мгновенная реакция. Есть конкретные примеры, на которые стоит обратить внимание? Конечно. Один из самых известных примеров – AAEAI TMA2 Studio Wireless Plus. У них собственная технология W+ Link, где используются два параллельных радиоканала, дублирующих друг друга, чтобы минимизировать обрывы и заикания. Это позволяет свободно перемещаться по студии без кабелей. Еще один заметный игрок – Audis с моделью Maxwell. Это планарные наушники с очень низкой задержкой по 2,4 ГГц каналу. Их активно используют геймеры, а также музыканты и звукорежиссеры, прежде всего для мониторинга и рабочей оценки звука. То есть мы наконец-то отрезали кабель в студии? Скорее дали музыкантам выбор. Такие наушники обычно стоят дороже, потому что внутри у них двойная начинка – Bluetooth для повседневного использования и отдельный радиочип для профессиональной работы.
Провод по-прежнему остается эталоном, но свобода движения при записи барабанов, гитары или вокала для многих оказывается важнее. И в этих сценариях беспроводные решения наконец-то стали реально рабочими. Но для создания музыки наушники должны быть идеально точными и без искажений. Не обязательно. Главное, чтобы в них было слышно все нюансы записи. Небольшие характерные искажения не страшны. Опытный продюсер или звукорежиссер умеет учитывать, как трек потом будет звучать на колонках слушателей или на других наушниках. Окей, давай перейдем к эстетике. Если я не музыкант, а просто человек, который хочет сесть в кожаное кресло после рабочего дня, налить себе горячего чаю и раствориться в музыке. Есть ли беспроводные варианты, которые по качеству звука не заставят меня тосковать по старым добрым проводам? Знаешь, это такой момент. Вечером, после длинного дня, берешь беспроводные наушники, просто чтобы не путаться в кабелях, без особых ожиданий, и ловишь себя на том, что уже третий трек подряд не анализируешь звук, не думаешь о сцене, кодеке, битности, просто слушаешь. И в этот момент понимаешь, беспроводной звук наконец-то перестал мешать музыке. Поэтому аудиофильский беспровод сегодня это уже не миф, а вполне сформировавшийся рынок. Современные флагманские модели поддерживают передачу Hi-Res аудио по Bluetooth, например, до 24 бит 96 кГц, с компрессией. Но важно понимать, решает не только формат, а то, как спроектированы сами наушники и их цифровая обработка. Это можно сравнить с кофе. Напишем на пачке 100% арабика. Но если зерно пережарено и вода плохая, магия не случится. С кодеками та же история. Цифры могут быть красивыми, но если драйвер, усилитель и DSP не работают как команда, музыка не складывается в цельную картину. А какие есть беспроводные наушники для аудиофильского применения? Возьмем Focal Batis. Это не проводные Focal без провода, но в них явно чувствуется инженерная ДНК их классических моделей, просто адаптированная под беспроводной формат и активную электронику. Там стоят алюминиево-магниевые драйверы, которые предназначены для хорошей атаки и ощущения скорости. Или Mark Levinson 5909. Это наушники от бренда с большим опытом в высококлассном аудио, в том числе и в автомобильных системах. Их подача стремится быть нейтральной и точной, без приукрашивания, с акцентом на то, как материал был сведен. А как же дизайн? Для премиум-сегмента это часто решающий фактор. Согласна. Здесь отличный пример Bowers & Wilkins PX8. Кожа Наппа, литой алюминий, фирменные драйверы с карбоновым диффузором. Это устройство, где Bluetooth лишь один из режимов работы. Они уверенно звучат и по проводу, и в режиме встроенного WhatsApp. Хороший пример того, как бренды с длинной историей научились работать с цифрой. То есть качество звука в них уже сопоставимо с проводными моделями того же класса? Если в одном ценовом сегменте сравнивать wireless с проводными наушниками, то проводные, скорее всего, все еще будут немного детальнее, хотя бы за счет отсутствия беспроводной электроники и DSP. Но разрыв сильно сократился. Для большинства слушателей удобство и свобода беспроводного формата перевешивают эту разницу, и услышать ее смогут далеко не все. Конечно. В беспроводных наушниках ты можешь ходить по квартире или рядом с домом, занимаясь своими делами. И не носить телефон в кармане, или не быть привязанным к хай-фай стримеру. Хотя бы несколько метров у тебя будут, скорее всего. Зависит от стен в доме, предметов, помех и других факторов. Я заметил одну странную вещь. К самым дорогим и технологичным беспроводным наушникам в комплекте все равно кладут кабель. Иногда даже два. Зачем? Это просто страховка на случай, если аккумулятор сядет в середине перелета через Атлантику? Не только. Хотя автономность, конечно, важна. Многие премиальные беспроводные модели сегодня — это настоящие мультиинструменты. У них обычно несколько полноценных режимов работы, и каждый из них имеет практический смысл. Давай по порядку. Первый — Bluetooth. Тут все ясно. Да, это режим на ходу. Улица, офис, звонки, шумоподавление. Второй режим – проводной, аналоговый кабель. Обычно 3,5 мм. Он позволяет подключить наушники к внешнему усилителю или домашней системе. Но есть важный нюанс.
Во многих современных моделях звук формируется с участием встроенного DSP, поэтому даже при работе по кабелю наушники часто требуют включенного питания. А третий режим, он кажется самым интересным. Третий — это USB-C аудио. В этом режиме наушники подключаются к смартфону или ноутбуку, как цифровое аудиоустройство, и фактически работают как внешняя звуковая карта. Цифроаналоговое преобразование происходит внутри самих наушников, на их встроенном ЦАП. В зависимости от модели, такой режим может поддерживать высокие разрешения, вплоть до 24 бит на 96 или даже 192 кГц. Это дает производителю возможность максимально точно согласовать ЦАП, усилитель и драйвер. То есть, покупая одни наушники, я фактически получаю несколько разных сценариев использования. Именно. Днем удобная беспроводная гарнитура. Вечером проводное подключение или USB-режим для более качественного прослушивания. Это и есть современный премиум. Универсальность без заметных компромиссов по звуку. Если попробовать свести все, о чем мы сегодня говорили, к одной мысли, беспроводной звук больше не про удобно, но так себе. Он стал взрослым. Да, сегодня беспроводные наушники — это целая аудиосистема в миниатюре. Драйверы, усилитель, ЦАП, DSP, кодек, питание — все в одном корпусе. И от того, как эти элементы согласованы между собой, зависит гораздо больше, чем от громких надписей на коробке. Мы увидели, что не существует универсального ответа. Нет лучшего кодека для всех, идеального драйвера или абсолютно правильного форм-фактора. Есть контекст. Есть сценарии использования, есть компромиссы, осознанные или навязанные. И именно понимание этих компромиссов отличает вдумчивого слушателя от человека, который просто покупает очередную модную модель. Беспроводной хай-фай — это не магия и не маркетинг. Это инженерия, физика и правильная настройка цепочки от файла до мембраны. И если подходить к этому осознанно, выбирать формат, кодек, режим подключения, а при желании даже адаптировать свою медиатеку, беспроводной звук способен подарить настоящее удовольствие. Без кабелей, без суеты, без ощущения, что ты чем-то пожертвовал. В итоге свобода в аудио — это не отсутствие проводов, это понимание того, почему и как все работает. А когда ты это понимаешь, музыка перестает быть фоном и снова становится опытом. Ищите больше ответов на ваши вопросы в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. Слушайте внимательно и выбирайте ушами, а не лозунгами. Читайте статьи по ссылкам в описании. И слушайте хорошую музыку. А с вами были Аннабелла и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. Ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по теме ролика в комментариях. Используете ли вы беспроводные или проводные наушники? А если используете, то как? Довольны ли вы ими? Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен!